Судьба как камень, брошенный на гладь, и время разбегается кругами. И я боюсь все это потерять, когда земля уходит под ногами. А сердце снова утопает в мелочах. Рулеткой по ошибке вечность мерю. И, размышляя о потерянных ключах, стою, застыв перед закрытой дверью. Кровь трепетно пульсирует в висок. Мелькают за окном названия станций. И что-то главное проходит, как песок, сквозь теплые трясущиеся пальцы. Осколки собираю вновь и вновь, последним снегом тающих воспоминаний. И злоба превращается в любовь, и расстояние сокращается между нами. Жизнь словно камень, брошенный на гладь, и время разливается кругами. Никто не сможет у меня отнять кусок земли, горящий под ногами. Однажды, сидя в кафе после тяжелого рабочего дня, просматривая новости и сообщения, я вдруг увидел удивительные кадры на Ютубе. Они просто потрясли меня. Человек не очень старый, но и далеко не молодой, невысокий, а скорее маленький, шел с фонарем в руках крестным ходом вокруг храма в окружении целой толпы кошек. И я не мог оторваться от экрана. Эти кадры вызывали улыбку и расположение. Куклачев просто отдыхал. 500 000 просмотров. Мощные порталы со всех концов света поспешили показать эти удивительные кадры. Кто этот человек? Где происходит это потрясающее действие? И вдруг я читаю пояснение, которое просто шокирует меня. Кузьмич. Так зовут этого загадочного человека. Живет в монастыре Оптина-Пустынь, расположенном в Калужской области. Постой, сказал я себе: Оптина, Козельск, Оптинские старцы, Предтеченский скит. Как давно это было? Когда мне было 7 лет, в 1985 году, мы с родителями приезжали в это прославленное когда-то место, превратившееся из монастыря в сельскохозяйственное ПТУ. Папа поправлял кирпичи на могиле старца Амвросия. Мама бережно клала на нее привезенные хризантемы, а бабушка рассказывала о чудесах оптинских старцев. Сколько же я там не был? 33 года? Целая вечность. Помотало меня крепко за эти годы. Чего только не случилось в моей жизни. Куда только я не попадал. Чем только не занимался. Стал очень редко ходить в храм. Не соблюдал посты. Причащался раз в год. Но все же веру я не терял. Крестик никогда не снимал. И всегда в разговорах был горой за церковь и православие. Те зерна, которые заронили во мне мои родители, особенно дорогая бабушка, раба Божия любовь, Царствие Небесное, все-таки проросли, хотя и терния были очень колючие, и земля сердца иногда как камень. Я решил, что обязательно в ближайшее время поеду в Оптину. Вернусь в нее, как возвращаются в детство. Обязательно найду Кузьмича, обниму его, поглажу его кошек. Ну а самое главное, конечно, посмотрю, как возродилась знаменитая обитель. Поклонюсь мощам оптинских старцев. Кстати, а сейчас там есть старцы, которые могут утешить, ободрить, развязать житейские узлы, посоветовать, помолиться? Есть или нет? Надо поехать и увидеть все самому.
В ближайшее время, не откладывая, подумал я. Но поездка все-таки отложилась. Я как бабочка прыгал от проекта к проекту, от мечты к мечте. Утопал в новых знакомствах, искал смысл в новых рифмах, глубину в неожиданных кадрах, красоту в тихих мелодиях, гармонию в свежих красках, а любовь в человеческих сердцах. На меня обрушивался целый тайфун чрезвычайных обстоятельств. Стоило мне только подумать о поездке в Оптину. Мир словно сетью накрывал меня делами и планами. Но однажды я сказал себе: все, еду в Оптину, сейчас или никогда. Я бросил в сумку карты и бутерброды, залил полный бак и всю дорогу напряженно думал: как там будет в Оптиной? Не разочаруюсь ли я? Не рванули сразу назад? Оптина встретила меня как родного, какой-то обнадеживающей тишиной, благожелательностью и теплой улыбкой. Она как будто давно ждала меня, оставляла свою дверь всегда открытой. Великодушие и простота просвечивались в скромных ликах иноков. Молитвенная красота царила в вековом мраморе соборов. Раки старцев, словно загадочные неземные ларцы, хранили благоухающие мощи. Казалось, за мной захлопнулась эта невидимая дверь, и там за ней осталось все ненужное, пустое, тревожное, суета, многозаботливость, бег по кругу. Я вступил в удивительный мир, в котором царствовали не деньги и успех, не слава и самовозвышение, а совсем другие сияющие неземным светом ценности. Отзывчивость, смирение, жертвенность, уважение, любовь. Опрокинулось лето чашей светлой вина. Не сбылись ни приметы, ни вещания сна. Спят пионы у храма, небо цветом в гранит. Ветром хлопает рама и секреты хранит. Сколько брошено красок на туманов холсты, сколько сорвано масок с мертвых дел и пустых. Жизнь кроит по лекалам, правдой мир обожжен. Режет солнце устало по-живому ножом. Я опять здесь случайно, призрак, эхо и тень. И опять эти тайны, и опять этот день. Опрокинулось лето черно-белым кино. Пью один до рассвета. Из пионов вино. А Кузьмича я уже не застал, он умер незадолго до моего приезда от инсульта. Послушание мне дали именно в Предтеченском скиту, где жили и молились все оптинские старцы, где жил лет 15 скромный, благодушный, простой Сергий Кузьмич. На 2 недели я превратился в привратника, хотя приходилось делать все: и мыть посуду, и грядки полоть. Невозможно без трепета было ходить по этой святой земле. Здесь все наполнено присутствием старцев, благодатью их святых молитв. Казалось, вот-вот из двери хибарки выйдет преподобный Амвросий или кроткий старец Иосиф. Здесь все дышало тишиной, смыслом, глубокой тайной.
Я, словно на цыпочках, скользил по намоленному скиту. Наблюдал, как с радостью и благоговением паломники держали в своих руках пакетики с просфорками и иконами. По их лицам видно было, отсюда они приедут уже другими. Невозможно побывать здесь и не измениться, не стать чуточку добрее, ласковей, смиренней. Мы — церковь, сообщающиеся сосуды, единая кровеносная система, и у Господа ни одной забытой человеческой души, ни одного ненужного сердца. Каждый любим, нужен, дорог и необходим. А мир всегда нов, открыт, неожиданен и прекрасен. Просто в нем надо найти свое место, найти себя и Бога. Когда я смотрел на монахов, беседовал с ними, мне казалось, что они нашли в своей жизни что-то очень-очень важное. Добрый бисер, истину из самого Христа. Я фотографировал, вел дневник, писал стихи, делал живописные наброски, но понимал, никакая фотография, никакое стихотворение не может передать глубины того, что я здесь увидел и почувствовал. Я не искал старцев среди братьев. Мне они все казались старцами. Ни притворство, ни коварство, откровенность души. Вот что приятно смиренному сердцем Господу, говорил преподобный Лев Оптинский. Это не притворство, это откровенность души, это братская любовь окутывала меня, как мать окутывает чем-то теплым свое озябшее любимое единственное дитя. Сам воздух Оптиной был насыщен ароматом добра и милости. Само пространство храма напоминало о вечности. Сами человеческие отношения звали к отзывчивости, любви друг к другу. Я понимал, здесь умеют рассмотреть красоту в душе другого человека. Здесь ценен каждый, и нет опоздавших и потерявшихся. Церковь — это живая жизнь народа, это его душа. А мы все болящие, слепые, хромые, сухие. Мое сердце почувствовало это движение благодати. Оптина научила меня радоваться и плакать, надеяться и верить, любить и смиряться, искать во всем великого смысла. Я вернулся в Оптину, как возвращаются в детство. Накануне моего отъезда домой, в мой златоглавый мегаполис, один из братьев неожиданно попросил пройти крестным ходом вокруг скитского храма, как это делал когда-то Кузьмич. Я нес фонарь, зажженный свечой, как самое дорогое, самое хрупкое и самое святое в моей жизни. Казалось, что целую вечность продолжался этот удивительный крестный ход. За мной не бежало ни одной кошки, как когда-то за блаженным Кузьмичом, но я был абсолютно счастлив. И мне хотелось, чтобы этот крестный ход не заканчивался никогда.
Как назовешь жизнь? Путь? Крепко педаль нажав. Лезет болезнью вверх ртуть по острию ножа. Колокол рвет пополам ночь. На циферблате 5. Чем же я могу тебе помочь? Только опять понять. Если начну считать звезды, где-то да ошибусь. Ангелов светлых честная рать знает их наизусть. Молча, как на колени встать, с небом храня нить, не притворяться и не болтать, просто собой быть. Если сердце накроет грусть и впереди низги, ты назови жизнь, путь, и по нему иди.